Существует поверье, что наши волосы – это не просто украшения, а хранилище тайн нашей личности. Они являются своеобразным зеркалом, отражающим не только физическое состояние, но и духовный мир, наши эмоции и переживания. Волосы – это ключ к самопознанию, путь к более глубокому пониманию себя. Издавна во многих культурах мира волосам приписывали сакральное значение. Считалось, что они связывают человека с космической энергией, с силами природы и всей Вселенной. Что же волосы пытаются рассказать именно вам? Эта информация может изменить ваше представление о себе и о мире вокруг. Оставайтесь с нами, и вы узнаете о духовной силе волос, об их истории, традициях и связи с энергией. Волосы – это гораздо больше, чем просто элемент внешности. Они хранят в себе богатую историю и глубокий духовный смысл, прослеживающийся сквозь века и культуры. С древнейших времен люди придавали особое значение своим волосам. Вспомним древнеегипетских фараонов или замысловатые прически Древней Греции. Прическа была не просто делом вкуса, а знаком, символом, который многое рассказывал о человеке, его социальном статусе, философских взглядах и даже верованиях. В тех далеких временах прическа была своеобразным публичным заявлением, отражением внутреннего мира и социального положения. Длинные, искусно уложенные волосы часто воспринимались как символ силы, мудрости, аристократизма. Короткие же волосы могли свидетельствовать о трауре или же указывать на принадлежность к низшим слоям общества. У многих коренных народов волосы – нечто гораздо большее, чем просто физическая составляющая. Они воспринимаются как продолжение самой души, как канал, связывающий человека с космосом и Землей. Волосы – это проводник духовной энергии, а ритуалы, связанные с ними, будь то уход или стрижка, отмечают важные вехи на жизненном пути. Взять, к примеру, некоторые племена коренных американцев. Обрезание волос в период скорби символизирует не только прощание с прошлым, но и обновление духовной связи с предками. И в современном мире волосы не утратили своей значимости как мощного инструмента самовыражения. Индустрия моды и красоты активно использует волосы для демонстрации новых трендов и инноваций, подтверждая их неприходящую роль в культуре и эстетике. Однако, помимо эстетической функции, волосы служат прочной нитью, связывающей нас с культурными корнями и духовной самоидентификацией, позволяя выразить индивидуальность и древние верования. Так, в сикхизме нестриженные волосы – это знак глубокого почтения к божественному. Пышная шевелюра воспринимается как священная точка, своеобразный портал к высшим силам, подобно коронной чакре в индуизме. Такое целостное восприятие волос позволяет увидеть в них не просто часть тела, но живого участника нашего духовного пути, несущего сакральную энергию и наследие предков в каждом локоне и завитушке. Мастера ножниц и расчески, парикмахеры и стилисты выполняют задачу куда более значимую, чем простое моделирование прически. Их работа связана с тонкой материей, энергетическим центром человека, оказывая влияние не только на внешний облик, но и на внутреннее состояние, душевное равновесие. Это взаимодействие превращает их из ремесленников красоты в настоящих хранителей сокровенного, в доверенных лиц, которым открываются не только желания относительно внешности, но и частичка души. Во многих уголках мира эти профессионалы пользуются уважением не только за виртуозное владение инструментами, но и за понимание духовной составляющей человека, выступая в роли наставников и целителей. Обычаи и ритуалы, связанные с волосами, например, выбор между длинными локонами и короткой стрижкой, часто являются отражением глубоких духовных убеждений. Так, буддийские монахи, сбривая волосы, символически отрекаются от мирской суеты, полностью посвящая себя духовной практике. Этот обряд служит ярким выражением освобождения от материальных уз и стремления к духовной чистоте и просветлению.
В некоторых африканских и азиатских традициях длинные, нетронутые ножницами волосы символизируют жизненную силу и неразрывную связь с предками. Но духовное значение волос не ограничивается религиозными или этническими рамками. Оно присутствует и в нашей повседневной жизни, проявляясь в наших отношениях собственным образом. Влияние прически на самочувствие – феномен, знакомый практически каждому. Наши волосы, словно энергетический отпечаток личности, чутко реагируют на любое воздействие, от легкого прикосновения расчески до кардинальной смены имиджа. Стрижка, укладка, даже простое расчесывание – все это отражается на нашем эмоциональном и энергетическом балансе, подтверждая неразрывную связь между внешним обликом и внутренним миром. Преображение через волосы. Многие отмечают значительный эмоциональный подъем и прилив жизненных сил после посещения парикмахерской. Новая прическа – это не просто изменение внешности, это символическое отражение внутренних перемен, своеобразный старт нового этапа жизненного пути. Например, прямые волосы традиционно ассоциируются с организованностью и самообладанием. Люди с такими волосами часто производят впечатление аккуратных и рассудительных личностей, стремящихся к гармонии и стабильности. Однако за этой внешней сдержанностью может скрываться богатый внутренний мир и потенциал к неожиданным метаморфозам, что лишний раз доказывает тесную взаимосвязь внутреннего «я» и его внешних проявлений. Уход за прямыми волосами на первый взгляд несложен, и это может отражать прямолинейность характера, а также непоколебимую уверенность в себе и эмоциональную стабильность. Люди, способные долгое время сохранять приверженность одному стилю, демонстрируют внутреннюю силу и уверенность в собственных силах. В то же время кардинальные смены прически или цвета волос могут сигнализировать о важных переменах в жизни, о поиске себя и стремлении к самосовершенствованию. То, как человек укладывает волосы для разных событий, раскрывает его адаптационные способности и умение подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Любое взаимодействие с волосами, стрижка, укладка или даже простое прикосновение может стать путем к более глубокому самопознанию и установлению внутренней гармонии. Если человек выбирает идеально прямые волосы для официальных встреч, а в непринужденной обстановке предпочитает естественность и свободу, это говорит о его гибкости и способности гармонично существовать в различных социальных контекстах, не теряя своей индивидуальности. Таким образом, прямые волосы, кажущиеся бесхитростными, на самом деле рассказывают многогранную историю о личных ценностях, эмоциональном состоянии и внутреннем мире своего обладателя. На другом полюсе находятся волнистые и кудрявые волосы, славящиеся своей энергичностью и своенравным характером. В отличие от прямых волос, локоны не укладываются в предсказуемые формы, подобно своим обладателям, которые живут по собственным правилам, плывя против течения. Люди с таким типом волос зачастую обладают творческим складом ума, ценя свободу самовыражения. Кудри олицетворяют собой открытость миру, жизнерадостность и нежелание следовать общепринятым нормам. Волнистые волосы – это зеркало неукротимой энергии, бурлящей внутри их обладателей. Они символизируют пытливый ум, в котором рождаются креативные идеи и инновационные решения. Такие люди не просто терпимо относятся к индивидуальности, они ей восхищаются, стремясь подчеркнуть свою уникальность. Каждый завиток, каждая прядь хранит свою историю, как и те, кто носит эти волосы. Уход за кудрявыми или пушащимися волосами может быть довольно сложным, что отражает желание оставаться собой и принимать свою природную красоту. Это забота о себе, своеобразный протест против навязанных стандартов красоты. Путешествие к принятию своей природной красоты, особенно для женщин с вьющимися волосами, часто начинается с противостояния общественным стандартам, которые традиционно превозносят прямые или легко поддающиеся укладке локоны.
Этот путь самопознания и принятия своей уникальности может стать мощным катализатором личностного роста, укрепляя уверенность в себе и развивая любовь к индивидуальным чертам. Преодолевая давление соответствовать чужим идеалам, человек становится сильнее и учится ценить свою неповторимость. Манера укладки вьющихся волос может служить своеобразным зеркалом внутреннего мира человека. Те, кто предпочитает объемные, естественные прически, смело заявляют о своей индивидуальности, не боясь выделиться из толпы. А те, кто выбирает более сдержанные и структурированные варианты укладки, возможно, ищут гармонию между желанием самовыразиться и необходимостью соответствовать определенным социальным нормам. В этом проявляется сложная взаимосвязь таких личностных качеств, как независимость, творческий подход и внутренняя сила. Вьющиеся волосы становятся символом непокорности, источником гордости и отражением многогранности человеческого опыта. Для некоторых людей волосы – это не просто элемент внешности, а зеркало души, отражение индивидуальности, свободы и самобытности. С точки зрения стиля, кудри и локоны зачастую наполнены глубоким смыслом, неразрывно связанным с внутренним миром человека. Это непокорная гравитации и укладочным средством шевелюра способна красноречиво выражать душевное волнение или внутреннее напряжение. Подобно тому, как локоны реагируют на атмосферную влажность или статическое электричество, они могут отражать эмоциональный отклик на жизненные перипетии. К примеру, люди, чьи волосы часто пушатся или встают дыбом, могут находиться в состоянии постоянной готовности к действию, словно натянутая струна. Такая бдительность, безусловно, ценна в ситуациях, требующих мгновенной реакции, однако в долгосрочной перспективе может привести к эмоциональному выгоранию, если не находить времени для отдыха и восстановления. С другой стороны, процесс укрощения непослушных кудрей может служить метафорой борьбы с жизненными неурядицами. Так же, как упорное стремление усмирить непокорные локоны может говорить о желании контролировать все аспекты своей жизни, так и принятие своей природной пушистости символизирует принятие собственных несовершенств и обретение гармонии с собой. Принятие своей естественной, пусть даже непослушной и пушистой шевелюры – это важный шаг на пути к душевному равновесию и эмоциональному благополучию. Люди, которые перестают бороться с природной текстурой своих волос, учатся находить прелесть в несовершенстве и спонтанности, принимая и ценя свою индивидуальность. Что же касается облысения, то этот процесс может быть обусловлен не только наследственностью, но и сложными внутренними переживаниями. Выпадение волос порой символизирует подсознательное желание человека избавиться от гнета социальных норм и ожиданий или сбросить с себя груз ответственности. Это может свидетельствовать о глубоких личностных трансформациях и обновлении. Возможно, индивиды, столкнувшиеся с поредением волос, интуитивно стремятся освободиться от обременительных обязательств, будь то профессиональные или личные. Они словно сбрасывают старую кожу, роль или образ, которые перестали соответствовать их внутреннему миру. Облысение может стать толчком к глубокому самопознанию и пересмотру жизненных приоритетов. Оно побуждает задуматься о подлинных ценностях и о том, что нужно изменить, чтобы продолжить свой путь с большей искренностью и свободой. Выпадение волос иногда превращается в символ перерождения, своеобразный ритуал освобождения от бремени прошлого и шаг навстречу самопознанию. Лишившись привычного обрамления лица, человек словно сбрасывает внешнюю шелуху, концентрируясь на глубинном истинном «я». Нередко те, кто столкнулся с аллопецией, обретают необыкновенную уверенность в себе и поразительную способность приспосабливаться к новым обстоятельствам. Это помогает им выстраивать яркий и стильный образ, который абсолютно не зависит от наличия или отсутствия шевелюры. Принятие своего преображенного облика может говорить о значительной внутренней силе и готовности к любым трансформациям.
Иногда примирение с облысением становится эмблемой свободы, открывающей новую главу жизненного пути. Это шанс использовать внешность как зеркало внутренних перемен. Любопытно, что метаморфозы прически зачастую отражают эмоциональную эволюцию и душевный рост. Новый имидж может свидетельствовать о начале чего-то важного или о судьбоносном решении, принятом человеком. Будь то радикальная стрижка, смелый эксперимент с цветом или придание волосам новой текстуры – все это способы декларировать миру свои внутренние преобразования и готовность к переменам. Смелое решение расстаться с длинными локонами может говорить о желании человека оставить позади прошлые переживания и открыть новую главу своей жизни с обновленным мироощущением. Укороченные пряди нередко ассоциируются с независимостью и самодостаточностью, выражая внутреннюю силу и твердость характера. Такие метаморфозы часто происходят после значимых поворотных моментов в судьбе, например, после разрыва отношений или кардинальной смены профессиональной деятельности. Выбор ярких, насыщенных оттенков, таких как пламенный красный или глубокий синий, может свидетельствовать о стремлении привлечь внимание, вырваться из рутины и внести свежую струю в привычное существование. Эти цвета воплощают смелость и неординарность. Даже легкие штрихи, блики или едва заметные оттенки способны освежить облик и добавить уверенности в себе без радикальных преобразований. В то же время выпрямление вьющихся или непослушных волос может отражать потребность в большем контроле над собственной жизнью, стремление к стабильности и упорядоченности. Для некоторых это способ приблизиться к общепринятым канонам красоты, а для других – возможность достичь гармонии между внешним образом и внутренним миром. Выбор прически раскрывает характер, стремление к идеалу и внимание к собственной персоне, как внешней, так и внутренней. Прическа – это больше, чем просто украшение. Это мощный инструмент самовыражения, невербальный язык, понятный каждому. Любое преображение, от легкого изменения цвета до кардинальной смены стрижки, несет в себе скрытый смысл, свидетельствует о готовности к переменам или отражает пережитый опыт. Однако не стоит забывать, что игнорирование ухода за волосами также может быть красноречивым. Безжизненные, тусклые, ломкие пряди могут свидетельствовать о физическом или эмоциональном истощении. Это может быть симптомом стресса, переутомления или даже депрессии. В подобных ситуациях состояние волос становится немым призывом о помощи, ведь отношение к собственной шевелюре зеркалит отношение к себе. Когда человек перестает уделять внимание своему внешнему облику, это может сигнализировать о внутренней борьбе. Распознавание этих сигналов – первый шаг на пути к гармонии. Осознание связи между состоянием волос и эмоциональным фоном открывает двери к исцелению. Работа с волосами – это не просто стремление к внешней красоте, а комплексный подход к обретению душевного равновесия и эмоционального благополучия. Возвращая здоровье и красоту своим локонам, человек восстанавливает и свой внутренний мир, учится принимать себя и заботиться о своем благополучии во всех его проявлениях. Уход за волосами становится зеркалом любви к себе. Начиная уделять больше внимания своим волосам, человек невольно начинает проявлять больше заботы и к собственной персоне. Этот процесс способствует укреплению внутренней силы и уверенности в себе, ведь с каждым позитивным изменением во внешнем виде волос усиливается и желание заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье. Так называемые «хорошие дни для волос», кажущиеся порой чем-то незначительным, на самом деле являются ярким свидетельством эмоциональной стабильности и внутренней гармонии. Забота о волосах превращается в неотъемлемую часть самоухода, прокладывая путь к самопринятию и любви, закладывая фундамент внутреннего баланса и самоуважения. Проявление заботы о здоровье своих волос напрямую связано с уровнем самооценки и уверенности в себе.
Это не просто механическое выполнение процедур, а отражение глубинного чувства собственной ценности. Красивые и ухоженные локоны красноречиво свидетельствуют об уважении и любви к себе, о признании своей значимости и потребности в заботе. Люди, обладающие высокой самооценкой, как правило, выстраивают определенную систему ухода за волосами, которая становится ритуалом, укрепляющим их позитивный образ «я». Однако забота о волосах – это не только индикатор отношения к себе, но и своего рода послание миру. Манера обращения со своими волосами может символизировать тепло и поддержку, получаемые от близких. Внешняя забота служит зеркалом внутреннего мира, отражая уважение к себе и осознание собственной ценности. Ухаживая за волосами, человек подпитывает веру в то, что он достоин внимания и заботы. Более того, ухоженные волосы играют важную роль в формировании имиджа успешного и уверенного в себе человека. Этот образ оказывает существенное влияние на восприятие окружающими как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Грамотный и регулярный уход за волосами помогает создать впечатление человека, уважающего себя и ценящего других, тем самым формируя привлекательный и позитивный образ. Забота о собственной шевелюре может стать настоящим спасением для людей, борющихся с низкой самооценкой и эмоциональными бурями. Этот процесс словно символизирует переход на новую ступень личностного роста и обретение душевного равновесия. Красивые, здоровые локоны зачастую являются зеркалом внутренней гармонии, отражая устойчивость и силу внутреннего мира человека. Уход за волосами – это не просто ежедневная процедура, а проявление самоуважения, своеобразный ритуал торжества жизни и внутренней радости. Однако ранняя седина может быть предвестником скрытых проблем. Это явление нередко свидетельствует о том, что индивид ставит чужие интересы выше своих, что зачастую негативно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии. Появление седых волос в молодом возрасте – тревожный звоночек, призывающий обратить внимание на собственные потребности, переосмыслить жизненные приоритеты и сосредоточиться на личном благополучии. Проблематика ранней седины выходит за рамки эстетического восприятия и заставляет нас задуматься о влиянии стресса и жизненных испытаний на наш организм. Несмотря на то, что серебристые пряди обычно ассоциируются с опытом и жизненной мудростью, преждевременное поседение может сигнализировать о наличии скрытых проблем со здоровьем или глубоких эмоциональных переживаниях. Хронический стресс, например, способен нарушить естественные процессы пигментации волос. Принятие ранней седины – это часто сложный и многогранный процесс, требующий от человека преодоления внутренних барьеров и принятия происходящих с ним изменений. Некоторые люди воспринимают появление седых волос как естественное течение времени и неизбежный этап жизненного пути. Другие же видят в этом возможность пересмотреть свои ценности, приоритеты и отношение к жизни в целом. Решение не маскировать седину, а принять ее как неотъемлемую часть своего образа, зачастую свидетельствует о высокой степени самопринятия, уверенности в себе и осознании собственной зрелости. Такой выбор отражает способность человека к глубокому принятию всех этапов своей жизни, к гармонии с самим собой и своей историей, включая все преодоленные трудности и испытания на пути к душевному равновесию. Люди, решившие бросить вызов седине и предотвратить ее появление, зачастую стремятся сохранить свою социальную активность и влияние в социуме, где молодость и красота высоко ценятся. Такой выбор может отражать желание управлять неизбежным процессом старения и маскировать внешние проявления прожитых лет. Ранняя седина, в свою очередь, является не только следствием наследственности, но и зеркалом накопленного опыта, отражением пережитых стрессов и трудностей. Понимание того, как волосяной покров реагирует на внутреннее состояние и эмоциональный фон,
способна стать ключевым элементом самопознания и помочь достичь большей гармонии с собой. Тревоги и нервное напряжение влияют не только на психологическое и физическое благополучие, но и непосредственно сказываются на состоянии шевелюры. В периоды интенсивного стресса организм концентрирует свои ресурсы на поддержании жизненно важных функций, что негативно отражается на волосах. Они теряют свою жизненную силу, становятся ломкими, тускнеют и пересыхают. Психоэмоциональное состояние напрямую связано с внешним видом волос, и негативные переживания могут существенно подорвать их здоровье. Кроме того, стресс способен спровоцировать развитие вредных привычек, таких как недосыпание, несбалансированное питание и пренебрежение элементарным уходом за собой, что еще больше усугубляет проблему. В противовес стрессовым состояниям существуют периоды радости и любви, благотворно влияющие на наше состояние. Эмоциональная уравновешенность способствует активной выработке гормонов счастья, серотонина и окситоцина. Эти биологически активные вещества не только улучшают самочувствие, но и стимулируют рост более здоровых и красивых волос, придавая им естественный блеск. Внутренняя гармония и удовлетворенность жизнью находят свое отражение не только во внешнем облике, но и в состоянии волос, которые словно излучают сияние. Важно понимать, что забота о волосах – это не просто косметическая процедура. Это в первую очередь проявление любви к себе, способствующее эмоциональному и духовному равновесию, наполняющее жизнь чувством гармонии и целостности. Волосы – это не просто элемент внешности. Они являются отражением внутреннего мира человека и его глубокой связи с самим собой. Важно уметь прислушиваться к сигналам, которые подают нам наши волосы, и заботиться о них с должным вниманием. Позвольте им стать проводником к более глубокому пониманию собственной личности. Забота о волосах – это забота о себе в целом, о теле, разуме и душе. Принятие своих волос такими, какие они есть – важный шаг на пути к внутренней гармонии, красоте и силе. Пусть ваши волосы станут символом любви к себе и отражением вашего духовного развития, наполняя каждый день ощущением красоты и внутренней силы.